Ты ей нужен, но она молчит. Что же это за женщина? Сегодня будет довольно интригующий расклад Таро для мужчин. Ну, а самые смелые и выносливые, кто досмотрит это видео до конца, получат, конечно же, приятный бонус. Итак, мои любимые мальчишки, давайте разбираться вместе, что же это за женщина. И, конечно же, не забывайте для поддержания канала ставить лайки, делиться этим видео и подписываться, конечно же. Итак, погнали! Кто же из вас в каких энергиях находится, да? Ох, какие вы у меня страстные, любвеобильные мальчишки. Ну, смотрите, что я могу сказать. Знаете, здесь собрались мужчины, которые ищут любовь, которые верят в любовь. И несмотря на то, что некоторые из вас могут довольно так скептически относиться к этому вопросу, да, что, может быть, я уже и не встречу, да, и кто-то из вас может думать, что нет, все женщины одинаковые, да, вот была одна предательница, вторую я не хочу. То есть есть среди вас такие, которые вроде бы и хотят любви, да, и ищете любви, но в то же время не доверяете. Вы человек такой, знаете, очень активный, вы очень огненный. Те из вас, даже кто, может быть, уже, ну, скажем так, за 50, за 70, ну, такой довольно почтенный возраст, да, я вам скажу, что вы точно так же полны сил. Единственное, почему, может быть, немножечко вы так ленитесь в последнее время, потому что нет той женщины, которая зажгла бы вот эту вашу искру, да, нет того топлива, да, вот как у автомобиля, вот когда нет топлива, он не поедет. Точно так же и вы, многие из вас, да, потому что не забываем про общий расклад. И давайте сделаем, как всегда, наш такой маленький опрос. Пишите все, пожалуйста, все, кто смотрит, это очень важно, да. Обязательно вот напишите, действительно вам не хватает мотивации, чтобы что-то делать, да, чтобы вот просто подняться тупо с кровати, да, и начать сворачивать горы. Либо же вы уже, может быть, просто разленились сами по себе, да. Вот напишите, нужен мотиватор, либо мотиваторша, да, либо же вы уже все опустили руки и не хочу ничего делать, уже разленился, уже телевизор, дом, работа, дом, работа. Итак, далее, смотрите, в очередной раз у нас показывает, что с мужской силой у вас все предостаточно. И даже можете мне не писать, что все, как когда-то мне кто-то из вас писал, все, Бобик уже окончательно уже все, свесил лапки, да? Нет, это неправда. Опять-таки мотивация. Как только появится у вас женщина, вы увидите, как ваш Бобик будет прыгать и визжать от счастья. Кто смотрит мои видео, знает, что такое Бобик, да? Я думаю, остальные тоже поймут. Всегда интересно читать ваши комментарии, как вы ухахатываетесь, да? Ну, тем не менее, даже я считаю, если у кого-то поднимется настроение, да, уже маленький плюс я могу себе добавить. Итак, смотрите, кто-то из вас, возможно, даже уже нашел свою любовь, да, поскольку это общий расклад, кто-то ищет любовь, кто-то нашел. Те, кто из вас вот встретили новую женщину, это может быть, ну, может быть, даже совсем такое недавнее знакомство, это могут быть новые отношения, которые, вы посмотрите, какая потрясающая карта выпала. Это те отношения, которые кардинально изменят вашу жизнь. Ребят, у кого появилась новая женщина, еще раз повторяю, это ваша такая, знаете, новая лотерея. Это ваш такой счастливый билет к счастью. Это путь к счастью в счастливую жизнь. Ну и туз кубков, да, кто уже знает Таро, конечно же, это новые отношения, которые будут вас переполнять эмоциями, страстями. Это женщина, с которой вы точно не соскучитесь. Но то, что мне показано у многих из вас, реально произошли у каждого свои трансформации, это факт. Да, кто-то расстался, кто-то поменял работу, кто-то поменял место жительства. Ну, а кто-то может быть 2 в одном, 3 в одном, да, потому что у каждого по-своему проиграется.
Вы мужчина, который умеет зарабатывать, который зарабатывает, да. Единственное, что у кого-то из вас сейчас вот может проигрываться такой вот небольшой кризис, да, именно в связи с вот этой вот дамочкой, с которой вы расстались. Она все так же может с вас, ну, каким-то образом пытаться вытащить денежку лишнюю. Да, здесь могут быть еще такие незаконченные отношения. И неважно, есть у вас общие дети, либо нет. Ну, то есть она пытается вот плести свою паутину, свои какие-то манипуляции проводить в ваш адрес, чтобы побольше с вас поиметь. Но, естественно, вы будете отбиваться руками, ногами, как только можете. Вы не будете ее никак финансировать, спонсировать и так далее. Ну, потому что, в конце концов, вы мужчина, и мужчина довольно сильный. Итак, погнали смотреть, да. Что же за женщина, которой вы нужны? Давайте попробуем описать эту женщину. Так, ну смотрите, у кого-то проиграется, что вы с ней можете даже общаться по интернету. Опять же говорю у кого-то, потому что общий расклад, да, у тех, кто, конечно же, не по интернету общается, то эта женщина, но она такая, знаете, вот она собой представляет, вот почему-то у меня идет ассоциация, как будто вот она мать, да, вот это типаж женщина-мать. Может даже проиграться, что у нее есть маленький ребенок, и пусть это вас не пугает. Она потрясающая мама, либо же уже мама, либо же вот именно она будет хорошей мамой. Потому что вот типаж женщина-мать, это такая, знаете, очень заботливая, очень нежная, ласковая женщина. С ней всегда, ну, тепло, уютно, хорошо. Вы вот когда с ней общаетесь, и неважно, да, кто-то в жизни общается с такой женщиной, кто-то по интернету, вот идет какое-то, ну, такое вселенское тепло, с ней хорошо. Вы сейчас можете каждый подумать, потому что у каждого проиграется по-своему. У кого-то эта женщина связана по работе, у кого-то это где-то в компании вы пересекались, у кого-то соседка, ну, то есть где угодно, потому что это общий расклад, постоянно говорю об этом, ребят. И знаете, я еще так немножко отступлю. Вот некоторые пишут, что вот, где эта женщина, все идет и идет. Я вам в 101 раз повторяю, что это общий расклад, да. Если вы хотите конкретно по вашей ситуации что-то узнать, это только на личный расклад. Телефон под видео. Поэтому, ребят, не пишите мне такого. Личный – это личный. Итак, это женщина, с которой, еще раз повторюсь, вы чувствуете, знаете, ну, какую-то особую такую энергетику. Это особое такое ощущение, с ней очень-очень хорошо. Она может быть приезжая. Ну, либо же она действительно вот приехала не так давно, туда, где вы живете, там ваш город, деревню, кто где из вас живет. Либо же она, знаете, она может быть просто, ну, родилась, может быть, не там, где вот вы живете. То есть может проиграться по-разному. Это женщина, которая, знаете, вот она настолько вот, она как будто дышит каким-то гостеприимством, солнышком. Вот она как солнышко. Вот реально хочется сказать, что человек, который готов обогреть всех. Такая потрясающая доброта идет. Она щедрая. Причем она такая, знаете, я не скажу, что она богачка. Но она готова последней копеечкой поделиться. И неважно, это близкий человек, либо же это, я не знаю, там какой-то нищий на улице, да, либо же там какую-то собачку голодную, бездомную покормить. То есть это такой широкой души человечек. Я не знаю, вот, ребят, как вы могли не заметить такую женщину, хотя, опять-таки, я думаю, у многих из вас однозначно появится мысль, появится идея, что это за женщина, да? Вы начнете анализировать, вы поймете, кто это. Вы также могли с ней пересекаться, да, пересекаться где-то, ну реально, может быть, даже празднество какое-то.
может быть, день рождения, может быть, вы просто общались, да, но это был какой-то праздник, да, что вот вы, ну, больше как-то длительней, может быть, поговорили, да, вот именно с каким-то застольем это может быть еще связано. Она человек абсолютно неконфликтный. Вот она из тех женщин, она наоборот будет всячески сглаживать конфликты. У нее может быть такой, знаете, даже ровный, спокойный, может быть немножко такой тихий голос. Она такая, знаете, ну, степенная. С ней потрясающе комфортно, еще раз говорю. Подумайте, мальчишки, подумайте. Обязательно есть такая женщина, и неважно, даже если вы переписываетесь, где-то она там за морем, за океаном, да, однозначно, даже вот по переписке, казалось бы, но какое-то такое тепло от нее исходит. Это женщина, которая 100% не нацелена ни на какие ваши деньги, она не нацелена на какую-то выгоду, она относится к серьезным женщинам. Она из тех, которые хотели бы построить семью, а не просто какой-то романтик. Поэтому, знаете, вот когда вы с ней переписываетесь, либо же в жизни общаетесь, вот вы ее зацепили. Давайте ближе посмотрим, чем же вы ее зацепили, покорили. Причем, смотрите, мне показывает, что вы можете даже не так часто общаться, да? Вот не так часто, но эти разговоры либо переписки, они какие-то теплые, они наполнены особым таким смыслом. Смотрите, мне показано, что в ее жизни тоже была непростая ситуация. Обман был в ее жизни, поэтому она присматривается. Она не будет клевать лишь бы на какого человека. Но в вас она увидела вот родную душу, да? Хоть я не скажу, что вы каждый день с ней общаетесь, нет. Но вот каким-то вы ее наполняете счастьем, надеждой. У вас как будто тандем. Вот вам с ней комфортно в общении, и ей точно так комфортно. Она давно вами интересуется. Для кого-то это может быть, будет ну, какое-то открытие, для кого-то это шоком может быть, да? Она как будто за вами ну вот наблюдает периодически, особенно если у кого проиграется, что в жизни есть такая женщина, потому что по интернету там немножко сложнее. Она и общается, и наблюдает в то же время, она присматривается, ну очень сильно вы ей запали в душу. Конечно, она молчит, потому что она не из наглых женщин. Она не из тех, которые будут бегать, вешаться там и чуть ли не в открытую заманивать к себе в постель. Конечно же, нет. Но она до такой степени мечтает о вас, о вас ей хочется быть с вами вместе. Что ее привлекает в вас? Во-первых, какая-то еще, знаете, таинственность. Вот вы чем-то ее завораживаете. Чем именно? Во-первых, смотрите, однозначно при ваших разговорах, да, ну, во время общения, я думаю, что вы каким-то образом поведали о своей непростой жизни, да, о том, что вас предала женщина, о том, что вам было тяжело, больно, да, после этого всего восстанавливаться. И вы ее привлекли вот своей какой-то такой еще, знаете, порядочностью, что ли. Потому что она знает, она 100% знает, что вы не пустились во все тяжкие, что вы человек, который точно так же очень ранимый, человек с широкой душой, так же, как и она. То есть, если коротко, ребят, она нашла в вас родственную душу. То есть, она знает, что вам было тяжело, плохо. Может быть, сейчас кому-то еще из вас тяжело и плохо, да? Поэтому ей хочется даже в каком-то смысле вас поддержать. Ей хочется в каком-то смысле показать, что женщины бывают разные, да. Но опять-таки она не знает, как ей сблизиться с вами, потому что она, ну, не из тех, да, которые будут заманивать, давай вечерочком на всю ночку и так далее. Поэтому она даже вот как-то переживает, что же делать. Смотрите, что у вас идет. Грядут перемены. Вы поймете, что это за женщина.
поймете, может быть, даже не сразу, да, ну, опять же, нужно проанализировать. Если у кого из вас проиграется, что вы реально переписываетесь с этой женщиной, вы начнете, знаете, как-то вот чаще общаться, вы начнете больше общаться с ней. И я вам скажу, что у вас как-то будет инициатива от вас обоих исходить. Вы поймете, что это за женщина, однозначно. Придет время, и оно будет уже не за горами. Я не говорю, что это завтра, но вы рискнете даже поехать, может быть, к этой женщине. Вы можете не обязательно даже к ней ехать, а где-то встретиться там на нейтральной территории, просто чтобы вместе поговорить, да, пообщаться. Вживую, так скажем. Те же, кто не в переписке, а в реальной жизни общается, да, но здесь все намного проще. Здесь вы просто назначите свидание, там, я не знаю, возьмете телефончик, если нужно будет, если у вас его еще нет. И просто после того, как вы осознаете, о какой женщине идет речь, ну, здесь реально вы возьмете быка за рога и начнете проявлять инициативу. Здесь будет намного все проще и намного быстрее будет развиваться ситуация у тех, кто сейчас в жизни общается с такой женщиной. Я вам скажу, что находясь рядом с такой дамой, вы почувствуете себя мужчиной. Многим из вас не хватает того самого ощущения, да, что ты нужен, что ты любим, что женщина ценит, да, то, что ты делаешь. Для вас это очень важно, правда, мальчишки? Можете написать даже в комментариях, мне будет очень приятно. И даже те скептики, которые не верят в любовь уже, либо же поставили на ней крест, вы поймете, что так, как вы жили раньше, это даже, знаете, но это не жизнь была, это в каком-то смысле было существование, потому что эта женщина, она перевернет ваш мир, она перевернет даже какое-то внутреннее такое самоощущение, может быть. Это будет период счастья, это будут новые отношения, новая история любви, но именно любви обоюдной, любви, когда все вместе, когда это такой потрясающий тандем. Поэтому, знаете, даже те, кто из вас скептики, вы поймете, как сильно вы ошибались. Ну и те, кто досмотрел видео до конца, я обещала, да, приятный бонус. И сейчас мы посмотрим, какой же совет Таро будет для вас. Итак, ну здесь даже не обсуждается, ребят, вы посмотрите. Даже в совете Таро, да, что вам говорят карты, что совсем скоро в вашей жизни появится новая любимая женщина. Не опускайте руки. С этой женщиной вы будете счастливы. Вот просто захочется прыгать до потолка от счастья, от радости, да? И вы почувствуете, что жизнь только начинается. И несмотря на то, сколько вам лет. Поэтому, мальчишки, я за вас искренне рада. Поскорее пусть все это сбудется. Конечно же, всем вам желаю только счастья. Ну и кому понравился расклад и для продвижения канала, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями и всем пока!